Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о эстрадном певце Филиппе Киркорове. В последние несколько дней полиция России, Генеральная прокуратура при участии известных артистов, таких как Никита Михалков, Лев Лещенко, Юрий Антонов и многих других, провели ряд карательных действий по отношению к известным личностям российского шоу-бизнеса, которые совершили недопустимые действия и жестко нарушили закон Российской Федерации. В частности, в течение последнего месяца были арестованы Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Людмила Порывай и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Однако органы надзора не остановились на достигнутом, и вчера вечером в Москве после корпоративного концерта в связи с грубыми правонарушениями и по причине многочисленных жалоб от российского населения был задержан известный певец Филипп Бедросович Киркоров. Филипп Киркоров был настолько возмущен арестом, что охрана певца попыталась оказать сопротивление органам полиции. Однако сам Филипп Киркоров совершил и вовсе неадекватный поступок. Артист, увидев полицию, бросился из гримерки прямо на улицу. Однако певца поймали и повалили в снег. Пресс-секретарь МВД по городу Москве подробно рассказал две основные причины ареста Филиппа Киркорова. Это обвинение Филиппа Киркорова в смерти своего поклонника, трагическое ДТП и сегодняшнее происшествие, когда Филипп Киркоров при задержании оказал сопротивление властям. Первое чрезвычайное событие, смерть поклонника, произошло еще год назад в городе Самаре. Филипп Киркоров, находясь в этом городе на гастролях, обедал в ресторане. В этот момент к артисту подошел его давний поклонник и захотел вручить Филиппу Киркорову букет цветов. Однако Филипп Киркоров был настолько напуган появлением незнакомца во время своего обеда, что изо всей силы оттолкнул мужчину в грудь, в результате чего тот упал и сильно ударился головой. Через несколько минут наступила смерть. Ну а второе чрезвычайное событие произошло совсем недавно в Санкт-Петербурге. Филипп Киркоров вместе со своим водителем грубо нарушили правила дорожного движения и подрезали троллейбус, чем подвергли жизни людей колоссальной опасности. На благо водитель троллейбуса оказался отважным мужчиной, он не испугался обнаглевшего артиста, вышел из транспорта и жестко проучил личного водителя и самого Филиппа Киркорова, надавал артисту несколько пендалей и затрещин. На данный момент время пребывания Филиппа Киркорова в полиции не установлено. Никита Михалков, Вячеслав Добрынин добиваются пересмотрения данных происшествий и возбуждения нового уголовного дела против Филиппа Киркорова.